Всем привет! Я восстанавливала свою сухую закваску, она хранилась у меня в холодильнике долгое время. Восстанавливала ее в течение 1,5 суток. Я всегда говорю, что восстановить сухую закваску гораздо легче и быстрее, чем вывести новую. Ссылки, как я сушу закваску, как я ее восстанавливаю, я укажу в описании к этому видео. В результате у меня образовалось столько закваски. Для меня это много, столько закваски я не храню. И сейчас я хочу отложить отсюда закваски для хранения примерно 50 грамм и отправлю ее на хранение в холодильник. Баночку с закваской для хранения плотно закрываю и отправляю в холодильник. Оставшуюся закваску буду утилизировать. Не пугайтесь, выбрасывать я ее не буду, рука не поднимется. А хочу на ней испечь блины. Мы очень любим блины на закваске. Это как раз один из вариантов, куда девать лишнюю закваску, если ее накопилось слишком много. Всю закваску из банки выкладываю в большую миску, в которой буду замешивать тесто для блинов. Здесь у меня примерно 350 грамм закваски. Добавляю литр воды, не подогретой и не из холодильника, комнатной температуры. Добавляю 50 грамм растительного масла и 500 грамм просеянной пшеничной муки высшего или первого сорта. У меня мука первого сорта. Добавляю чайную ложку соли с хорошей горкой. Теперь все это нужно хорошо перемешать. Перемешиваем до тех пор, пока в тесте не останется комочков. Можно это делать миксером на низкой скорости. Мука у всех разная. И если у вас тесто получилось густоватым, то можно добавить сюда еще немножко воды. Я не добавляю, потому что консистенция теста меня устраивает. Примерно как жидкая сметана. И поскольку закваски в тесто я положила много, мне не хочется, чтобы блины были с кислинкой. И чтобы нейтрализовать кислинку, я на всякий случай добавляю сюда чайную ложку соды. Это не обязательно, это на ваше усмотрение. Соду гасить не нужно, она погасится закваской. Все хорошо перемешиваю, миску с тестом накрываю и оставляю на 1,5–2 часа. Тесто простояло у меня примерно 2 часа, и вот такое оно получилось. Очень пышное, живое, все в пузырьках газа, полностью готово к выпечке блинов. Нагретую сковороду промазываю небольшим количеством масла. В середину сковороды выливаю тесто и распределяю его по всей сковороде. Диаметр моей сковороды примерно 22 сантиметра. Когда с поверхности теста испарится вся жидкость, переворачиваю блинчик на другую сторону. Продолжаю печь блины до тех пор, пока не закончится все тесто. Выпеченные блины выкладываю на блюдо. Каждый блин можно промазать маслом, но поскольку блины у нас постные, я их обычно промазываю растительным маслом, смешанным с измельченным чесночком. Если печете блины для меда, для варенья, то, конечно, промазывайте маслом без чесночка. Вот такая огромная стопка блинов у меня получилась из этого количества теста. Последний блинчик – это из остатков теста. Блины еще очень горячие, пока еще их в руку взять практически невозможно. Хочу поближе показать вам блинчик. Хочу показать, какой он эластичный. Это, конечно, не тонкие блинчики, это самые настоящие блины, пористые, ажурные и достаточно эластичные. Конечно, это блины не для того, чтобы в них заворачивать начинку, но при желании можно и завернуть. Блины не порвутся, потому что, как я и говорила, они достаточно эластичные. Несмотря на такую большую стопку, съедаются у нас эти блины очень быстро, потому что они потрясающе вкусные, очень мягкие, нежные. Даже на следующий день они остаются мягкими. Их можно подогреть, и они практически как свежевыпеченные. Это идеальное блюдо для тех, кто соблюдает пост, и даже для тех, кто не соблюдает. Приятного аппетита, ждем солнечных дней, всем хорошего настроения и, главное, мирного неба над головой.